Всем привет! Привет! Вы на канале «Из города на дачу». Как вы видели, у нас прошел очень такой хороший дождик, мощный. Сбил жару, поливать сегодня не надо. И поэтому у нас освободилось время, чтобы отделать эту стену. Фух, наконец-то мы приступим к этому. Да, и наступит красота. Да. Ну и в прошлом видео Рома показывал, как выровнял стены. Они у нас кирпичные. Ну и после выравнивания теперь настало время сделать отделку, как мы делали уже на тех стенах. И отделка, конечно же, у нас будет АМК. Да, у нас как раз остался один ящик. Здесь, кажется, 9 квадратов. Ну, как раз должно хватить. Тютелька в тютельку, как говорят. Вот такой у нас рисунок. Ну, идентичный тому рисунку, который мы выбирали и для тех стен. Да. Да. Так что продолжаем работу, продолжаем отделку дома. Да, сейчас наводим клей, белый клей, и будем клеить. Да, поехали. Так, ну у нас здесь такая небольшая проблемка, вернее, могла быть заминка, вот с этим окошком. У него потрескались стекла, и, в принципе, мы решили его заменить, заказали, но придет оно не скоро. Ну и, как говорится, семеро одного не ждут. Продолжим работы, вот, но потом уже ставим окошко. Ну и нам нужно, конечно же, снять вот эти вот обналичники, да, Ром? Фу, вот. Покажи, смотри, сколько здесь куколок, коконов тут разных. Ага, здесь кто-то у нас жил. Об этом. Кто-то жил у нас. Или осы, или какие-то шершни. Давай, убирай, а то опять поселятся. Ага. Пока Вика заметает, убирает мусор, я расскажу, откуда мы начнем клеить. Начнем клеить, наверное, вот от двери и от этого окна. Поэтому нужно вначале вот эти края обрезать, чтобы ровно выставить лист. О, да, дрель трусится, аж я вместе с ней прыгаю. Так, Ага, прилепляй, только самое главное аккуратно по краю. Там первый лист, как первый, блин. Но комом нам не надо. Да, нам надо ровненько. Так, да? Чуть-чуть Выше, выше, да. И на меня, да. Да, выше, выше. Выше? Конечно. Так, вот так, да? О, отлично. Так, у нас же есть лазерный уровень. Сейчас будем выравнивать, а то на глаз у нас всегда не очень получается. Текс. Оп. Ага. Ну, получается, мы почти идеально выставили. Может быть, на 1 миллиметр. Вот этот мой чуть-чуть выше получается, да? Чуть-чуть. Вот так. Вот он. Все, так будет лучше. Да. Всё, А это да. чуть-чуть, миллиметр. О, вот теперь точно. Все, придавливаю. Нам очень приятно, что вы вместе с нами участвуете в строительстве нашего крылечка. В своих комментариях вы оставляете очень много для нас дельных и полезных советов, за что вам от нас большая благодарность. Ну и как раз по поводу этого маленького окошка. Некоторые спрашивали, будем ли мы его убирать, ну а некоторые советовали его убрать. Но мы все-таки решили его оставить, потому что это хоть какой-то уют в коридоре нашего дома. Ну и в эстетике внешнего вида дома это окошко играет тоже немалую роль. То мы успели и поклеили АМК. Вот, и дело уже близится к вечеру. И сейчас Рома затирает швы. И через 4 дня мы будем снимать защитную пленку.
Здесь у нас утро следующего дня, и я его, конечно же, теперь начинаю с приготовления кофе в нашей новой кофеварке. Но еще Рома заказал в интернет-магазине вот такие красивые кружки. Я очень люблю белые кружки. Ну и еще теперь закажем, конечно же, для вспенивания молока специальный ковшик. Процесс приготовления кофе недолгий и очень простой, но взамен получаешь наслаждение от вкусного кофе и заряд бодрости на целый день. Приятное, добренькое. Здесь у нас рядом с сараем стоят ванны, и мы набираем сюда воду, чтобы потом поливать в огороде. Здесь у нас отряд разноцветных поливальников, и хочу еще проверить одну штуку. Давно об этом мечтал. Взял вот такую липкую ленту. Наверное, вы видели рекламу, где там, может быть, клеит под водой, и она держит, не пропускает воду. А я хочу заклеить вот эти вот отверстия. Сначала думал их заварить, потом думаю, мучиться, жара, не хочется. Потом хотел на болты с резинкой. И вспомнил про эту ленту. Здесь ее идет метр, получается, и стоит оно около 200 рублей. Так что сейчас отрежу вот такой клаптик и попробую заклеить. Какой-то хороший тут клей, гляньте. О, ничего себе. Ну, думаю, должно хорошо оно держаться, потому что сама лента, она такая очень плотная, наверное, как 2-3 скотча вместе. Ну что, набираем воду в ванну и проверим. Ну что, Заклеил. получилось? Да, получилось. Ну, какая штучка. Будем Прикольно. проверять теперь. Да. И Наберем. теперь будет Да. больше водички ж будет. Да. Наберем, она ночь постоит и глянем, пробегать будет или нет. Если будет все отлично, тогда и ту другую дырку Вторую тоже заклеим. доделаем, да. Но я надеюсь, такая она очень плотная. Интересно, Это не что- реклама, но просто мы взяли для проверки. У нас себе. просто все ремонтов, поэтому Мы все что-то берем, что-то новое проверяем. все, что реклама, то промаркировано. А видела уже это спит, шелковичка. Да. Так быстро, да, как резко вот наступила жара, и она прям начинает чернеть, осыпаться. Вкуснотища. Шелковицу я еще не ела. Вкусная. Но она уже осыпается. Представляете? Ну, такие в этом году маленькие ягодки. Ой, упали. Ох, как я люблю шелковницу. Некоторые называют ее шелковица, да? Правильно? Ну, правильно называть ее шелковица, да. Ну, а мы в детстве называли вообще ее атютина. Она была всю жизнь атютина. А Да. потом стали все грамотные. Шелковица. Ну, может, так и правильно. Вкуснятина. Она в этом году, видишь, маленькая очень ягодка, потому что прошлый год был сильно засушливый. Она вообще как-то чудом уродила в этом году, и так много. Я не могу сейчас разговаривать. Немножко занят. Ты увлечен. Буду разговаривать, когда я. Ну, мы, кстати, в прошлом году ее немного подпилили, да? Уменьшили веточки, может, за счет этого она набирается больше сока. Верхушку брали, сейчас покажу. Она была намного выше, наверное, метров на 5-6 выше. И мы обрезали такие толстые ветки большие. И сейчас дало много мелких. И на них много ягод. Такая классная идея. О.
Надо варенье делать с козьим молоком потом. Варенье? У меня Да. варенье никогда не закрывалось с шелковица. Я тебя научу. Я даже не знаю, готовят с него варенье или нет. Мама мне закрывала. Вкусно? Да. В течение этой недели я проживала чесночные стрелки. И сейчас соберу те, что остались, которые пропустила. И в телеграм-канале вы оставили очень много рецептов по приготовлению чесночных стрелок. В общем, я так вдохновилась, и сейчас у меня там уже целая гора этих стрелок. Пойду сейчас их перерабатывать, готовить. Вот. Так что спасибо вам большое за ваши рецепты. А еще здесь у нас насеялись такие самосевы помидоры. Видите? Да. Один куст, второй, вон третий между чесноком. Наверное, штук 10 кустов. Да. Будем я пересаживать, да, их, наверное? Да, мы как раз тепличку, планируем тепличку вот на днях построить и пересадим. В общем, здесь мы прорывали траву, и я смотрю, я вроде бы сеяла здесь бархатцы, думала, это цветы бархатцы всходят, но смотрю, это оказывается рассада помидор. Мы не стали, да, прорывать ее, оставили, и, в общем, такие вот неплохие кустики помидоров получаются у нас. А еще давайте я вам покажу наш урожай кабачков. В этом году их посадила правильно, по вашим советам, поэтому мы будем с урожаем кабачков. Ну, еще вы просили в комментариях, чтобы мы показали небольшой такой обзор нашего огородика, поэтому вот показываем. Вот горох у нас, посмотрите, в этом году какой и сколько его, представляете? Рома хорошо его подвязал, и вот он так заплелся, и большой такой богатый будет урожай гороха. Может быть, даже Кабачки покажи. доконсервируем. А кабачки покажи. Пойдем. Не, консервировать не будем. Нет, Мы будем так есть покушаем, его. да? Зелененький, это же самый смак. Самый смак. Так, вот и Так, кабачки. Вот вон смотрите, сколько тут у нас. Раз кабачок, два, три. Да, в общем, тут их очень много. Ого-го. Скоро будем делать оладушки из кабачков. Ну, что интересно, высаживала все кустики из одной пачки семян кабачков, а вот плоды у них получаются разные. Здесь вот в кустиках и здесь в кустиках они зеленые, а там какие-то желтые. Покажи, Ром. Вот, смотрите, видите, прям вот желтенькие растут. Так, ну и здесь у нас еще вот поспевает клубничка. Здесь несколько ягод ранних, и очень много еще будет у нас спеть. Ну, много еще зеленой клубнички, поэтому будет поспевать со временем. А это уже своя такая. Попробуем. Сладкая, очень сладкая. Ароматная. Не верю. А ну дай мне попробовать. Здесь Вика на прошлой неделе высадила помидоры. Мы уже их замульчировали. А теперь хотим чем-нибудь их накрыть. Потому что жара стоит уже второй, третий день. Плюс 32, плюс 33 градуса. Мы боимся, что это солнце их попалит. Вы когда-нибудь видели такую собаку, которая любит кушать шелковицу? Во, уплетает. Альфуш, вкусно? Вкусно. Молодец. Увидела, что мы кушаем. И себе давай кушать. Молодец. Пошли, пошли, пошли. Здесь у нас в конце участка сложен металл и тоже разные железяки от пожара, которые остались, ну и вообще все наши трубы. Поэтому мы решили взять вот такие быльцы, которые от кровати остались, и на них будем помещать укрывной материал. Быльцы как раз по размеру наших грядок. Гляньте, как хорошо подходит.
Рома, вообще это классная идея, вот применить грядушки сюда. У нас их много, стоят без дела. Да. А тут накрыли как раз помидоры, перцы. Как видите, мы закрыли 3 ряда, да, помидоры и сладкий перец. Ну, хотя бы так, да? Им уже, я думаю, будет легче. А вообще мы планировали здесь натянуть на весь вот этот огород и также на клубнику там в поле затеняющую сетку. Рома, ну у нас же еще, помнишь, оставались с прошлого года куски затеняющей сетки. Мы где-то с тобой их убрали или в кладовку, или на чердак. Не помнишь? Может быть, хотя бы относительно накроем, пока не купим новую. Так, а где же они? В этом сарае нет? Наверное, Тут точно на нет. чердаке, наверное. Пойдем на чердак. Пойдем, полезем, посмотрим. А еще там есть? Наверное, 150 градусов. Поэтому водичка у меня шла. Таня, собака теплая лежит. Все, я сразу. Вот это теплее. Зимой там будет хорошо, тепло. Ну а за кадром, как вы могли услышать, у соседей работают триммеры, все скашивают траву. Дождики в этом году нас очень радуют, и трава, конечно же, растет. И в прошлом видео были комментарии: Рома, когда же ты покосишь траву? Как вы знаете, после пожара у нас сгорели триммеры, и, как видите, одна из затеняющих сеток была повреждена тоже пожаром, но 2 остальных вроде бы как уцелели. А триммер мы заказали, и он уже на подходе, так что скоро и у нас начнутся работы по скашиванию травы на участке. А здесь тоже у нас выросла клубничка. И вообще, посмотрите, она очень классная, и мы ее ждали на следующий год. Но в этом году она тоже решила родить и порадовать нас. Вот смотрите, сколько тут, вот спелую сейчас сорву, сколько здесь клубничек. Я как-то рассчитывала, что мы ее будем кушать только в следующем году. Ходим тут, срываем усики, чтобы уже каждый кустик набрал свое. Вот. Ну и покажу еще вам. Так. Вот клубнички. Вот смотрите, их очень много. Они не сильно крупные, потому что... Ну, хотя, мне кажется, это ее вообще истинный размер именно вот этой клубники. Вот. Это ту, которую мы пересаживали здесь у нас. Она всегда была такого размера. Вот. Но ее так много. Хотя это... Кто-то пришел. Дома. В общем, вот смотрите. И тут еще столько мелких. Смотрите, сколько я там уже пособирала. Вот, поедим клубнику. Вот, и сейчас тут покажу. Вот тут тоже. В общем, я такая рада. Смотрите. Здорово. Еще дождики пошли. Она прям так наливается. Ну, покушаем в этом году клубнику. Но здесь я решила приготовить чесночные стрелки с битыми яйцами. Хотела еще помидоры порезать, но посмотрела, что они у нас закончились. Пошла в магазин. В магазине тоже еще не было подвоза. Но ничего страшного. И вот я еще решила добавить колбаски. Я покупала вареную колбасу, хотела сделать окрошку, но опять-таки в магазине не оказалось ни огурцов, ни помидоров. Поэтому у нас будет просто колбаса, яйца и чеснок. Сейчас готовлю на улице, потому что с наступлением жары дома готовить практически невозможно. А на улице заниматься готовкой это очень удобно, вкусно и очень атмосферно. Какой аромат! Как вкусно пахнет! Так, добавляю сейчас яйца и надо уже быстрее идти кушать.
Вот такая получилась у нас красота, и это было очень вкусно. Приятного аппетита. Пахнет чеснок. Аппетитно какая. Я увидела, что он там сидит и воздушно. Иди ко мне. Они думают. Жужа, на. И вот так уже 2 дня. Тома принесла мышку, показать хотела нам свой улов. И нечаянно ее выпустила. И теперь эта мышка то под холодильником, то под буфетом. Что, Персик? Никак не хочет. Не выходит. На этой неделе у меня было очень много готовки, переработки, чтобы ничего не пропало. Настолько запланировала показать новых идей, но надеюсь, что в следующем видео успею, все покажу. Ну, в общем, вот привезла еще от родителей вот такого зеленого лука. Его было очень много, я боялась, что он пропадет, поэтому большую часть его я решила высушить. И в прошлом видео в комментариях многие спрашивали, почему я зелень не замораживаю, а сушу. Дело в том, что у нас нет пока морозильной камеры, холодильник у нас старенький и морозилка в нем маленькая. И там помещаются продукты только на текущую неделю для нас и для наших животных. Лук высушила, добавила немного соли, разложила по баночкам. И вот такая специя у меня получилась. И ее можно добавлять в супы, борщи, пирожки с начинкой. У нас такого никогда еще не было. Посмотрите, сколько роз. Все цветут, бутонов много. И розы, которые уже отцвели, я сейчас их буду состригать, чтобы в ход пошли цвести и расцветать новые бутончики, новые розы. Какая красота! Вы только посмотрите. Так, это убираем. Все. И вы знаете, вид из окна просто шикарный. И получаешь такое удовольствие, особенно когда понимаешь, что всю эту красоту ты сделал своими руками. И вот, пожалуйста, теперь только усовершенствуй это все, ухаживай за этим. Правильно нужно ухаживать. Спасибо также тете Люде, я знаю, вы будете смотреть это видео, это мамина подружка, она приехала и правильно тут подстригла нам розы, и я думаю, что это вот несло тоже, смотрите, свою лепту, и вот у нас сейчас расцвел вот такой вот цветущий сад из роз, представляете? Класс! Ой, ну такую красоту вообще жалко выбрасывать даже. Ну что ж поделать. Так, а еще вы заметили? Веснушечка, ты пришла? А еще вы заметили, у нас на улице теперь электрическая печь, потому что когда наступила жара, мы вынесли нашу старенькую электрическую печь на улице, вот такой казанок вот применили, и все здесь варим, парим, шкварим, жарим, и хорошо.
Я готова. А ты? Молодец. Подошло время снимать защитную пленку с нашей стены. Тебе это очень нравится, ты говорила, да? Это мой самый любимый процесс в этой работе. А мой самый любимый это вот так делать. Фонтанчик. А ну-ка. Фонтанчик. О, шикарно! О, это вообще... О, Как хорошо. я здесь буду жить. Я тоже. Возьмешь меня с тобой? А все туда улетает, так ко мне. Куда? Так давай капает. сюда, давай на тебя. О, класс! Рома, микрофоны! Надо поберечь микрофоны. Все, я понял. Думаю, что ты хотела сказать? Вешай обратно. Сейчас я вытру. О, О, как раз прошло 4 дня, да, и вот отлично снимается. Хорошо высохло. как я люблю это делать. Сейчас я к тебе присоединюсь. И такой релакс прям, а не работа. С утра у нас солнце светит на эту сторону, как раз на эту стену. А уже после обеда туда, в ту сторону. Там восход, а там закат. Закат, да. А вот как раз в кухню, в кладовку и в зал у нас солнце не попадает просто. Просто свет. Так, сбоку, да, получается. Ну это хорошо. Ну, хоть где-то. В этих комнатах как раз летом прохладно, зимой тепло. Я думал, ты скажешь, зимой холодно, а летом жарко. Так хотелось бы сказать, что это последние нотки, и процесс ближется к завершению. Но нет, это еще одно маленькое достижение на пути к новому крыльцу для нашего дома. Итак, маленькими, но уверенными шагами мы благоустраиваем свой дом и мастерим для него новое крылечко. И сейчас, глядя на него, трудно представить, что когда-то оно было вот таким стареньким. Барабанная дробь. Да. Последний Последние кирпичики. Красота получается, да? Да. Далеко Можно вообще, еще как будет вот тут, здорово. смотри, сделать. Вот этот край, да? Да. Который мы разбирали. Ну тоже Ну, потом, когда и будем вот там делать еще. недоделки. Доделывать недоделки. Да, один оторванный кирпичик и второй, да, чуть-чуть. Да, у нас 2 Получается, штуки. ну, А, и вот третий еще. мы не был. доклеили его. Ну, без клея оно было, и поэтому оторвалось. Да. Ну, нужно теперь Ничего будет вырезать страшного. целый кирпичик и туда его приклеить обратно. Ну, вообще другое дело. А красиво, да? Если сравнить до, после. Ну да, я сам очень рад. Так, еще последние штучки отдеру. Опа. Ну, супер. Все, победа! Ура! Есть! Ну что, вот так уже преображается наша крылечко, или что это? Веранда, Крыльцо, мансарда, веранда. крыльцо, Кто или что как это такое? называет. Зато теперь в один тон со всем домом. Ну не совсем, а с вот этой лицевой частью. Да. Фух, теперь осталось нам поубирать, Обмыться, и можно отдыхать. отдыхать, да. Ну что, на этом мы будем заканчивать наше видео. С вами будем, дорогие друзья, прощаться. Спасибо вам за вашу поддержку в комментариях, за то, что пишете нам хорошие, ободрительные слова. Также в телеграм-канале. Не забывайте, что мы также есть на Дзен, Да. также ВКонтакте. Мы никуда не ушли, а ВКонтакте мы недавно появились. Так что заходите, смотрите, где вам удобнее всего. Да. Спасибо, что вы с нами. И фонтан! Ого, ура! Красота! А классно, да? Ты стоишь, попробуйте так себе дома сделать. Это шикарные ощущения, особенно в жаркое лето. Да. Ой, классно. Прям то, что надо. То, что доктор прописал. Все, теперь в душ. О, Пока-пока.